Всем доброго утра, раннего утра. Вы знаете, дорогие друзья, уже который день, никак не могла найти время и подарить вам этот ритуал замечательный. Я и раньше, и после, и сейчас дарю очень сильные работы. И до меня никто еще не дарил такие действенные ритуалы, ни чужие наработки, ни свои. Если знали ведьмы, то они оставляли для своей прибыли, для своей славы, и, может быть, и были правы. Я абсолютно не в упрек это говорю, но, по крайней мере, это все служило им. А я дарила, дарю и буду дарить вам эти работы для того, чтобы вы жили новой, полноценной, достойной жизнью. Вот вам еще одна сильная работа, которая вам поможет выйти быстро из долгов, быстро оплатить кредиты и прочее. В этом ритуале много слов-ключей. Я вам о них говорить не могу. Единственное, что я могу сказать, это денежные духи, которые вызываются и в другом моем ритуале. Ну и, в принципе, в этом тоже. Можно в разных ритуалах этот зазыв духов денег использовать. Это древние духи. Они встречаются не только в моем ритуале, но редко, скажем, встречаются. И не всегда зазывы этих духов настолько грамотно сопоставляют с ритуалами, заговорами, с ключами, чтобы сработали. Итак, этот ритуал вам поможет пробудить денежную энергию в доме. Что нужно делать? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что денежную силу вызывают денежными атрибутами богатства. Невозможно пластиковыми, стеклянными какими-то бутылками, склянками, одной свечой или двумя свечами скрюченными на бумаге и прочее вызывать денежную силу и вообще, чтобы такие абсурдные ритуалки работали. Объясню почему. Потому что есть атрибуты богатства, которые издревле тянут к себе новое богатство. Это золото, это серебро, это драгоценные камни. Это полудрагоценные их называют, хотя неправильно, скажем так, более дорогие драгоценные камни, менее дорогие и так далее. Хотя среди этих самых так называемых полудрагоценных камней есть очень редкие камни. Например, рубин вроде бы, да, он дорогой камень, но не настолько. Но вот есть, например, разновидность рубина шпинель. Шпинель украшает корону Российской империи, да, Екатерины Великой. И шпинель очень редкий камень, очень дорого стоит, дороже, чем бриллиант. Так что, называя драгоценный или полудрагоценный, все же такой, такого определения не существует. Люди сами это придумали, и не очень удачно. Итак, вам нужно либо на алтарь вот так вот, распределить ваши драгоценности, дорогие такие вещи. Обязательно должна быть денежная единица. Можете российские деньги использовать, можете использовать деньги любого банкнота вашей страны. Я обычно доллары использую, и желательно мелкие. Мелкие тянут более крупные суммы, чтобы вы знали. Все начали доллар использовать, но я же сказала, все попугаи, своих-то мозгов нету, что делать? Либо алтарь, либо открывайте свои сундуки, свои вот эти шкатулки, ходите по дому
И читайте в общем количестве, вот по 6 раз в каждой комнате дома. Сейчас я вам покажу, каким образом. Вот, значит, делаете такой денежный веер и машете над всем этим имуществом, приумножая, то есть вы освещаете деньгами. Можете возле входной двери вот так махать и читать. Вот сколько комнат, некоторые очень умные головы спрашивают, а в ванной, в туалете тоже надо? Нет, это не комнаты жилые, это места общего пользования. И кухня тоже не считается комнатой. Хотя если на кухне у вас есть, там, скажем, дорогие вещи, то можете на кухне прочитать. Значит, в каждой комнате своего дома так машете над своими одеждами, открывайте шкафы, вот так вот машете, да, но должны быть открыты, вы должны призывать эту денежную силу вот сюда, везде, где у вас есть дорогие вещи, ценные, стоящие. Либо специальный алтарь можете подготовить, либо вы можете открыть и машете над всем вашим имуществом. Вот открыли шкаф, вот помахали над шубами, прочитали 6 раз. Значит, вот в этой комнате что у вас есть там дорогого, драгоценного, там ценного? Потом над вашими там сундуками почитали. Открыли, например, над кошельком в комнате прочитали, над кошельком, потом над ценными, там, может быть, картинами. То есть вот по всему дому вот так нужно махать, то есть пробуждая и осеняя весь дом этой денежной энергией. Энергии, исходящей от денег. Это может помочь вам быстрее расплатиться с долгами. Это может помочь вам найти хорошую работу. Это может помочь вам в карьерном росте. В любом случае приумножится имущество. Вы знаете, такие чудеса сейчас пишут после проведения там ведьмы Антея. Ой, Антея уже еще не была. Все выдала уже заранее. Анея. К Антее мы еще придем. Ведьма Анея приумножит богатство. И у людей действительно реально вещи такие, что удивляются. Мне лично уже написали, что этот ритуал помог уже как бы собрать окончательную сумму, и люди купили машину и так далее. Я сейчас не буду махать, поскольку мне это неудобно. Я вам объяснила, как читать. Если вы хотите приумножить деньги, если вы хотите быстрее расплатиться с кредитами и прочее, прочее. Вот так веером я разложу, наверное, вот таким образом. Или вы уже поняли, как надо. В общем, не буду я раскладывать. Давайте вот почитаем. Вот так вот фортуну покажу. Наконец-то я смогла снять. Видимо, это будет очень сильная вещь, поскольку препятствий много. Вот расплатилась я заранее. Я за каждый ритуал расплачиваюсь, просто вы эту расплату не видите. Вот, видите, пролетают уже. Прежде чем вам подарить какой-нибудь сильный ритуал, я за это заранее расплачиваюсь. А как вы думали? Демоны бесплатно не работают. Итак, начнем. Пробудись, денежная сила, наполняй мою казну. Сыпься золото в сундуки. Я богато жить хочу. Липни золото к рукам, заполняя мой кошель. Сыпься в мои карманы, украшай мои руки и плечи. Будет мой дом, как золотой склад. Будет мой дом, как великий клад. Пробудись, сила денежная, освети, благослови мой дом. Дом сей, как полная чаша, дом сей отныне богат. Со всех дворцов, со всех ларцов, с царской казны, с ханской юрты, золотых запасов мира. Сыпься на меня злато, как я попросила, о духе богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Син, Дак, Атан. Пробудите силу денег. Осветите этой силой мою судьбу, благословите мой алтарь, примите мольбу и наградите меня богатой долей. Заклято.
хочу вам сказать, почему часто употребляет слово «сыпься золото», «приходи золото», «злато», потому что в древние времена самая большая денежная единица чеканилась из золота. Вот почему, чтобы вы знали. Это не только говорит о металле, как золото, или о драгоценности. Это говорит еще и о деньгах. Есть определенные слова-ключи, которые понятны древним духом. Понимаете, не все могу объяснить. Теперь, для практиков в том числе. Практики могут положить фотографию человека, вот так махать над фотографией этим денежным веером, вокруг разложить золотые вещи и читать на него, на его имя. Тогда получится намного сильнее и эффективнее. Вы можете таким образом помочь человеку получить очень много заказов, например, если он работает на себя, много чего. Вот очень, казалось бы, простой и легкий способ, хотя легким не назовешь, все здесь сложно и изначально очень сложно все это, скажем так, написано и создано уже для того, чтобы он работал, готовый ритуал, но очень эффективен. Вот люди говорят, вот нет у меня заказов там и так далее, помогите. Берете его фотографию, положите на алтарь, вот деньгами, денежным веером, читайте сверху 6 раз, окружая его драгоценными камнями и прочими атрибутами богатства. У него будет столько заказов, что вот просто некогда. А люди, которые себе делают, да, еще раз говорю вам, можете у себя в офисе это делать. Можете делать у себя в ресторане, если у вас ресторан, например, перед тем, как открыть, просто 6 раз начитать, да и в своем кабинете вот так помахать в воздухе этим денежным веером и осенить это место денежной силой. В скором времени вы разницу заметите. Читаю еще раз. Пробудись, денежная сила, наполняй мою казну. Сыпься золото в сундуки. Я богато жить хочу. Липни золото к рукам, заполняй мой кошель. Сыпься в мои карманы, украшай мои руки и плечи. Будет мой дом, как золотой склад. Будет мой дом, как великий клад. Пробуди, сила денежная, освети, благослови мой дом. Дом сей, как полная чаша, дом сей отныне богат. Со всех дворцов, со всех ларцов, с царской казны, с ханской юрты, золотых запасов мира, сыпься на меня злато, как я попросила. О духи богатства, Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Дак, Атан, пробудите силу денег. Силой этой осветите мою судьбу, благословите мой алтарь, примите мольбу и наградите меня богатой долей. Заклято. Немного устала, поэтому тяжело читается. Если читаете в ресторане, говорите, осветите сей ресторан или это помещение. Если читаете на работе, там, на рабочем месте, это помещение называйте. Если дома, этот дом. Но лучше всего, дорогие друзья, и там читать, и дома читать. Потому что все-таки там приумножается, но тянется ваш дом. Над деньгами прочитайте, денег станет много. Над шубами прочитайте, материального станет много. Над машиной прочитайте, вторую купите. Так и будет. Не буду сейчас рассказывать, но потому что я не спрашивала разрешения, можно ли говорить или нет, но мне написал человек, но это, правда, касается не для всех, это для практиков. Буквально еще только подготовилась к ритуалу, к бесу Суфафь, и уже получила то, что хотела. Но это практикующие мной. Но простые люди сколько пишут, это еще больше. Дерзайте, делайте. Никто вам столько дарить не будет. Это и сейчас работает, это и после меня будет работать, это и вашим детям пригодится. Какая разница? Те ведьмы, которые ушли давно, уже несколько сотен лет назад, но оставили ритуалы, разве не работает? Конечно, работают. За ними охотятся просто, за этими древними ритуалами, потому что у них особая сила. Так вот, основано на древних знаниях, ритуалах, создано мое, чтобы вам помогало. Всем удачи и всех благ.